Мы продолжаем наш обзор, поскольку это абсолютно только наше видение, только наши сделки. Мы не рекомендуем повторять, но если кому-то интересно, кому-то близко, кто-то хочет попробовать, то welcome. Это не финансовая рекомендация, но это наш опыт, который мы выкладываем ежедневно вам на наших видео. Мы сделали для того, чтобы показать, как это, в принципе, несложно, но обязательно необходимо обучение, и если у вас есть какие-то вопросы или вам что-то непонятно, мы можем подсказать и книги, и курсы. Достаточно бесплатных курсов, не нужно тратить на это деньги, потому что, например, на каждой бирже, уважающей себя, всегда есть основы вот этих всех позиционного различного взгляда на любые торговые стратегии. Да, и вот я вчера прорисовал все наши сделки. Предыдущая, вчерашняя сделка, да, вчера я... то есть тот условный ордер, который мы выставляли вчера, к сожалению, он не подхватился. Он был выставлен у нас на 13.70, да, можем потом перейти на биржу и посмотреть. Его не подхватило, но я сделал вчера несколько убыточных сделок, да, то есть они были убыточные. Я входил, думал, что все-таки мы оттолкнемся и пойдем вниз, но этого не произошло, цена продолжала расти вверх. Я думал, что вот от уровня, от того, как мы пришли, и тут, похоже, был ложный пробой, думал, что цена оттолкнется и пойдет вниз. Но этого не осуществилось. Цена продолжала расти, как мы видим. И сегодня я зашел в сделку в шорт, и вот она дала нам сегодня уже $20-30. И это получилось 19% плюс сделать. Ну и сейчас мы находимся в сделке лонговой. Решил я зайти вот около этого уровня 14.23, но перепутал клавиши и поставил не условный, а поставил купить, приобрести по рынку. Да, и вот заход был по 14.45. Ожидаем, что цена дойдет до этого уровня 15.75. Это уровень дневной, я тут отрисовал. Ну а синим отмечены такие локальные, черным отмечены недельные уровни. Да, и в связи с этим хотел задать тебе вопрос, поскольку я вижу, что цена пошла дальше и оттолкнулась от уровня, и у тебя есть два синих уровня, от которых можно было отторговать, увидев дополнительное подтверждение, да, как ты поступил, торговать в шорт, но почему ты отторговал только вот до туда, докуда ты отторговал? Утром мы будем делать это обзор, и я подпер его стопом, и он вот вышел. Тут я переставлял стоп. Я понял. Ну, я примерно предполагал, зная, что ты подпираешь стопами, предохраняясь, и знаешь мой опыт, что как только я начинаю двигать стопы, всегда стопы забираются, и цена продолжает идти. Но, тем не менее, лучше так, синица в руке, что называется, чем цена действительно может развернуться и пойти против тебя и съесть всю прибыль. Но здесь у каждого свой выбор. Кто-то гарантированно забирает прибыль, кто-то ждет больших. У каждого своя стратегия. Поэтому я рад, что ты вошел в сделку. Да, но про лимитный ордер мы всем рассказали, разницу между лимитным и условным. Но, тем не менее, сами всегда наступаем иногда на грабли, заходим иногда на эмоциях. И так прибыли у тебя там получалось практически 1 к 1, может быть, даже и похуже. Поэтому... 0,78, да. Да. Поэтому хотел спросить, вот, ну, опираясь, я сейчас уже понял, что на стоп, выход по стопу с прибылью, хоть небольшой, а в целом мы с тобой вчера уже говорили о том, что, используя правильную стратегию по риск-прибыли, то можно пальцем в небо практически заходить и получать прибыль, потому что если торговать или когда ты торгуешь 1 к 3, то у тебя практически может быть, чтобы выйти в ноль, 70 неуспешных сделок и 30%, ну, в смысле 70% неуспешных и 30 успешных, и будет практически нулевой результат торговли. А если вдруг 50 на 50 получится, то даже будет прибыль. Поэтому желательно все-таки как минимум 1 к 2, да, но лучше всего все рекомендуют 1 к 3. Как к этому прийти, да, как это все, мы будем потихонечку освещать. И, в принципе, чтобы это получалось, конечно, лучше не заходить в случайные сделки, либо отторговывать их, ну, уже по-другому, скажем, с более коротким стопом, да, но чтобы вот этот баланс, он соблюдался. Для тех, кто смотрел наши предыдущие обзоры, будет понятно, что, почему мы обращаемся к биткоину. Для тех, кто смотрит сегодня, впервые биткоин у нас продолжает быть в довольно высокой доминации. Вот сейчас должен появиться график доминации биткоина.
И если перейти на дневной, а то и на недельный таймфрейм, то будет видно, что довольно высокое значение, восходящая структура у доминации. Это говорит, что приоритетный выбор инвесторов все-таки сконцентрирован на первом по капитализации проекте, таком как биткоин. И его поведение задает тон на рынке. Поэтому мы на него ориентируемся и смотрим, что делает биткоин, какие предпосылки у него к росту или же снижению стоимости актива. Ну и вот здесь мы в прошлый раз разговаривали, что если цена не остановит нас на 91, то мы пойдем к 95, и как раз-таки так и получилось. Да, мы пришли здесь 90, практически 95, 94,7 было на графике биткоин и USDT. Что я вижу сейчас? Я надеюсь, видно, что у меня здесь прорисован UST2, так называемый, да, из истории какой-то моей вот этой нисходящей. Это будет, наверное, часовая история прошлая. Чуть ниже у меня дальний сильный уровень, наверное, какой-то недельный. Не готовился сегодня, поэтому буду предполагать, откуда, да, вот это вот уровень, куда цена приходила неоднократно, и когда она шла сверху, она всегда отсюда отталкивалась. Осмелюсь предположить, что так будет и в этот раз. Вот эти вот три линии, которые у меня сейчас здесь проведены ниже этой желтой, это то, где цена останавливалась, идя наверх на малых таймфреймах, и где я буду ожидать, возможные сквизы до сюда, да, но если мы уже пойдем ниже, тогда буду смотреть на 87. Вот такое мое ожидание. Если мы перейдем на младшие таймфреймы, посмотрим, что происходит, но поскольку у нас 90, вот эта вот позиция 91,5 была такой знаковой, да, которую мы сначала не могли пробить, вот здесь видно, как топтались на месте, а потом пробили и подтвердили один раз сверху, подтвердив ее сверху еще раз, возможен вот такой, как я уже сказал, по этим мелким моим еще можем пройтись отмеченным уровнем, но такими какими-нибудь сквизами, и уже тогда вернуться. Но если мы качественно опять вернемся, закрепимся и оттолкнемся уже снизу, то, как я уже сказал, буду ожидать где-то в районе 87. И собраны, да, вот вверху есть пару зон ликвидности на 15 минутах. Вот хорошая, конечно, она будет тоже магнититься после 87, но это будет уже другая история, будем смотреть. И мы оттолкнемся сверху от этой оранжевой. Спасибо большое. Ну и встречаемся уже завтра.